Гарри Кимович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который хочется вам задать. Мы много тут освещаем эту страшную войну и говорим о том, что люди, которые несут ответственность, отдавали приказы, выполняли приказы, пропагандисты, все они должны нести наказание, ответственность. До суда пока далеко, пока все это только запущены, все процессы, да, и Международный уголовный суд, и прочие процессуальные процессы. Но санкции против этих людей вводятся уже сейчас. Огромное количество санкций на российскую экономику из-за действий Владимира Путина. Персональных санкций немало. Вы, как человек, который много и активно занимался лоббированием антипутинских санкций, санкций против путинского окружения, поделитесь своим мнением, все ли наказаны уже санкционными кнутами, да, наверное, и кто еще избегает санкций, но необходимо, чтобы эти люди попали, потому как эти люди ответственны за все происходящее сейчас на территории Украины. Спасибо за вопрос. Кстати, почти сделал оговорку. Хотел сказать антироссийские санкции, потом все-таки сказал Сам себя поправил, антипутинские. да. Но это очень интересно. На самом деле это очень важная такая фрейдистская оговорка, потому что это то, что нам пытается вдолбить путинская пропаганда. Что те, кто лоббирует санкции, они против России. А на самом деле, как говорил Борис Немцов, с которым мы вместе работали, вот еще в самом начале этого санкционного пути, это санкции пророссийские. Самое пророссийское, что вы можете сделать, он говорил американским сенаторам, конгрессменам, европейским парламентариям, руководителям министерств, ведомств западных стран. Именно потому, что эти санкции посылали сигнал о том, что есть, в общем, границы, которые переходить нельзя. Тогда это были границы, как бы такие, фигуральные. Сейчас эти границы стали буквальными. И, на мой взгляд, конечно, Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы не допустить этой войны. Вот тот объем санкций, который применяется сегодня, вот в половину, может быть, даже в четверть объема, могли бы все-таки заставить Путина и его окружение задуматься о цене войны в Украине. И нападения, вот прямого нападения, которое началось 24 февраля. Мне кажется, что крымская история уже продемонстрировала, что планы Путина, они могут простираться так далеко, как мы ему позволим зайти. Да, в 2014 году ему не получилось захватить Новороссию всю, хотя карты уже от Луганска до Одессы с этой новой страной, они уже публиковались, но обломилось, и он не готов был идти еще дальше. И вот за эти 8 лет можно было сделать многое, и вооружив Украину, и самое главное, применив набор санкций, которые бы заставили людей задуматься. За 8 месяцев до этой войны. Даже вот сейчас кончается 8-я неделя. 8 недель назад еще можно было сделать больше, чем сделал это Запад. Но, как мы знаем, западные демократии работают по принципу трансатлантического лайнера. Они очень долго тормозят, очень долго поворачиваются. Этот процесс идет очень медленно, а учитывая то, какой объем бизнес-интересов, как корпоративных, так и личных, был задействован во взаимодействии с Путиным, его окружением, и со всей российской экономикой, и конкретно с определенными людьми, которые этими процессами рулили. Вот лоббизм путинской агентуры на Западе, он, в общем, препятствовал этому процессу развиваться с необходимой скоростью. Но война все поменяла. Буквально в несколько дней западное общественное мнение, оно развернулось, я не на 180 градусов, хотя в Германии, наверное, на 180, но заставило западных политиков принимать решительные меры. Да, конечно, мы хотели бы большего, и понятно, что простор еще для действий есть, потому что каждую неделю что-то добавляют. Борис Джонсон сегодня снова сказал, что Англия будет еженедельно добавлять. Это просто индикатор того, что они все, что могли, еще не сделали. Понятно, что ключевым вопросом является, если мы смотрим на санкции, вопрос эмбарго на нефть и газ. Также понятно, что, будем объективны, отказаться немедленно от российского газа Европа не может. Нефть может быть. Это результаты многолетней политики, которая фактически сделала Европу заложником путинской вот этой газовой политики, газового шантажа. Вот. И тем не менее, Европа начинает разрабатывать уже альтернативные пути как бы переустройства своей экономики. И это тоже очень важный фактор, потому что санкции же не только то, что сейчас применено. Вот. Санкции имеют еще психологический элемент. Как долго они будут продолжаться. И главное, какой будет мир после окончания санкций. И судя по всему, те, кто в России еще в состоянии думать, вот, в путинском окружении, они понимают, что
даже если сегодня не будет полного эмбарго, то зависимость от российской нефти и газа, Европа эту зависимость преодолеет в достаточно как бы обозримом будущем. Что касается личных санкций, ну, здесь, мне кажется, в общем, темп неплохой набрали, но сейчас на самом деле возникает гораздо более интересно. Да, многие активы заморожены. А есть ли условия для их конфискации? И хотя как бы по западным законам ну, такие вещи не предусмотрены, но есть категории, которые могут, преступлений, которые могут выходить за рамки нынешнего законодательства. Это преступления, не имеющие срока давности, преступления военные и, конечно, геноцид. И учитывая то, как быстро сегодня меняется опять тоже общественное мнение на Западе, и идущие в его фарватере политики начинают уже говорить про военные преступления, преступления против человечности, геноцид, можно не сомневаться, что скоро мы увидим новые законодательные инициативы. Они уже, как говорится, начинают так витать в воздухе, которые будут нацелены в первую очередь, конечно, на конфискацию российских государственных ресурсов, но я не исключаю, что и отдельные индивидуумы, они тоже могут столкнуться с пренеприятнейшей ситуацией, когда честно наворованные деньги в России, которые они думали, что безопасность находится на Западе, они окажутся в фондах восстановления Украины. Гарри Кимович, ну вот есть такие бизнесмены, которые напрямую с Путиным не то чтобы ассоциируются, хотя они все это время платили налоги, иногда вкладывались в компании «Единая Россия», иногда, соответственно, ему что-то донатили, видимо. Я вот говорю, например, о людях, которые дали потрясающее интервью Financial Times с разницей в несколько недель. Это совладельцы Альфа-банка Фридман и Авен. Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, когда к таким людям вводятся санкции, потому что это не Ротенберг, это не Тимченко, которые целиком своим благосостоянием обязаны президенту Путину. Они все-таки, наверное, при другом президенте тоже их состояние неплохо складывалось, и при другом президенте, надо сказать, и складывалось их состояние неплохо, при Ельцине я еще имею в виду. Вот скажите, как вы относитесь к тому, когда вот против таких людей вводят санкции, а потом они жалуются, что у них денег не хватает на горничную и на водителя? Ну, полагаю, что денег у них и на горничную, и на водителя хватит на ближайшие 100 тысяч лет, как бы вот. А вот что касается кстати, состояний, то все-таки основные деньги были сделаны именно при Путине. Вот все эти сделки с BP, это все-таки путинская эпоха. Да, понятно, что в отличие от там, Ротенбергов там, и прочих питерских друганов Путина, там Фридман, Авен, они из 90-х годов. Понятно, где закладывались основы их благосостояния. Тем не менее, они являлись, не могу сказать, продолжают являться, но являлись важнейшей частью укрепления путинского престижа за рубежом. Скажем, в отличие от Ротенберга, Фридман и Авен очень много сделали для того, чтобы блокировать любые санкции против Путина. Их взносы в разные американские фонды, они ощущались для тех, кто, как я, работал над этими санкционными списками. И для меня совершенно очевидно, что если говорить именно конкретно про Фридмана и Авена, то они сыграли важнейшую роль в том, что Путин сумел стать, кем он стал сегодня. Ведь все же случилось не в одночасье. Путинские преступления, они, в общем, имеют довольно длинную историю. Можно их продлить до начала Чеченской войны, если даже на секунду мы отвлечемся от того, что дома были взорваны, как в Москве, там, в Волгодонске и других городах, как повод для этой войны. Поэтому, на мой взгляд, как говорится, если рассматривать этот список, то Фридман, Авен, кстати, Абрамович должны там находиться. Это важнейшие агенты влияния. А Путина просто каждый выполнял свою функцию. И ясно, что как бы там, Ротенберги и Ковальчуки как бы на эту роль не тянули, но они, в общем, занимались другим делом. Это понятно. Ближайшее окружение Путина, вот, которое при нем озолотилось. Но без вот этой работы ельцинских олигархов, которые пришли оттуда и которые уже имели мощнейшие наработанные связи за рубежом, ничего бы не вышло, как бы у Путина. Все-таки ему надо было набирать политический вес на Запад. Это, кстати, касается не только таких олигархов, как Фридман и Абель. Это, безусловно, касается таких людей, как Чубайс и Кудрин, сыгравших важнейшую роль в том, что, опять, путинская экономика успешно функционировала, и у него никогда не было проблемы с получением там, кредитов. То есть она была полностью финансово интегрирована. И это вообще создало проблемы, потому что надежда на то, что Россия либерализуется под влиянием вот этих двусторонних связей, там, торговых, экономических, социальных, они не оправдались на самом деле. Вместо того, чтобы мы в России
импортировали демократию, получилось так, что мы экспортировали коррупцию. Ну, другое дело, что на Западе было немало импортеров этой коррупции, мы это понимаем. Вот. Но я думаю, что как раз вам-то, ребята, хорошо известно, в общем-то, как это все работало. Потому что воровать в России, как бы, тут большого ума не надо было. Но Запад должен был быть готов принять эти бесчисленные миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов, которые были в России наворованы. И здесь, кстати, я полагаю, что Фридман, Авен, Чубайсик, Кудрин, Абрамович и далее по списку сыграли роль самую-самую ключевую. Хорошо, у меня уточнение тогда по миллиардеру немножко другой уже эпохи, который вчера напомнил о себе. Это Олег Тиньков, который сделал очень популярный в России банк, и сложно сказать, что он прям воровал деньги, но давал странные довольно интервью, подобострастным по отношению к президенту Путину, о том, что его вот проще сразу короновать императором, и так будет жить с этим спокойней. И вот вчера он написал пост у себя в Инстаграме о том, что он не видит ни одного бенефициара у этой безумной войны. Гибнут невинные люди, невинные солдаты. Это через 2 месяца после начала войны он написал. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них армия, простите за это цитата, говно через букву А написано, и так далее, и так далее. И дальше он просит: дорогой коллективный Запад, это пишет он же по-английски, пожалуйста, дай мистеру Путину выход, чистый выход для того, чтобы сохранить лицо и остановить это все безобразие. Да, вот такой пост, соответственно, вышел у Олега Тинькова. Как вы считаете, он должен нести какую-то ответственность или нет? Давайте разделим две вещи: вот пост и и то, что было до этого. Что происходило с банком Тинькофф, я точно не знаю. Он не играл такой очевидной роли в лоббировании путинских интересов на Западе. Во всяком случае, я с его влиянием никогда не сталкивался. Разбираться будем с этим отдельно. А вот что касается этого поста, можно сказать однозначно. Этот пост, безусловно, отражает сегодня настроение в путинском окружении. Те, кто понимают, что война объективно проиграна. И ключевым в этом посте, в этом крике души является призыв к Западу дать Путину выйти без имиджевых потерь. То есть дать ему какую-то возможность объявить победу. Эта позиция была некоторое время назад популярна среди западных политиков, которые были замечены в своем пристрастном отношении к Путину. А сегодня эта позиция является, не могу сказать преступной, но эта позиция является антиукраинской, пропутинской, потому что это попытка спасти путинский режим. Это попытка тех людей, которые понимают, что продолжение войны чревато не только разгромом российских войск в Украине, но и обрушением всей политической конструкции в России. Потому что, из книжек мы знаем, диктатуры очень редко переживают военные поражения такого масштаба. И я считаю, что, конечно, ни в коем случае Запад коллективный, как в коллективе, так и по отдельности, не имеет никакого права сегодня навязывать Украине какие-то варианты, которые Украина не готова принять. Эта война должна вестись до победы Украины. Я делаю все возможное для того, чтобы Украина победила, потому что победа Украины – это в целом и шанс для России. Я не могу сказать победа для России, но это шанс для нас всех, что Россия наконец станет нормальной страной. Гарри Кимович, напоследок вопрос вот вы говорили про агентов влияния Путина на Западе. Это не только лоббисты, не только юристы, всегда это были еще и политики, которые были коррумпированы, которые были подкуплены Кремлем. Во многих странах они даже где-то были недалеко от власти, а кто-то и у власти. Вот сейчас Мари Ле Пен, верная соратница Путина, верный союзник Кремля на последних многих лет, сейчас во втором туре с президентом Макроном будет состязаться и имеет какие-то даже шансы на большую поддержку населения, хотя не скрывает своих пропутинских взглядов. И вот мы сейчас, пока с вами говорим, мы показываем пост, который сегодня опубликовал Алексей Навальный, где рассказывает о том, что это кандидат коррупция, этот кандидат война, ложь и все самое ужасное, что есть, Мари Ле Пен. У меня к вам вопрос не только про Францию, не столько про Францию. У меня вопрос про поддержку Путина сейчас, с момента начала войны. Возможно ли претендовать на какую-то руководящую должность сейчас на Западе, на политическую, будучи сторонником Владимира Путина и той войны, которую он развязал 8 недель назад? Вот вы правильно сказали о том, что политиков было очень много. На самом деле они играли важнейшую роль. Некоторые просто были у власти. На самом деле мы можем говорить про политиков первого ряда. Герхард Шрёдер, канцлер Германии, бывший канцлер Австрии, бывший премьер-министр Франции, бывший премьер-министр Финляндии. Длинный список. Можно там про людей пониже уровня, всяких министров иностранных дел и прочих даже говорить не буду. То есть список очень большой. Я уже Берлускони как-то забыл до кучи добавить сюда.
И надо сказать, что Путин, ну, можно отдать ему должное, он довольно быстро сообразил, что западные политики, в общем, открыты к таким предложениям. Как я уже сказал, что экспорт коррупции из России невозможен был бы без влиятельных импортеров на Западе, в свободном мире. Ам, а, а, и После начала войны, вот этой фазы войны, уже прямой агрессии, и после этих кошмаров, которые ежечасно, если не ежеминутно транслируются и по телевизору, и в социальных медиа, конечно, поддерживать Путина напрямую так уже невозможно. И тем не менее, поддержка сохраняется, просто она поменялась уже. Вот как раз вот те самые разговоры, которые там озвучил Тинькофф в своем В блоге, Инстаграме, да. о том, что надо дать возможность Путину выскочить, прикрывается все каким-то гуманизмом, надо остановить войну, вот, и вообще-то, как говорится, у Путина были причины. В общем, надо понимать, и Россию тоже, могут ли они политики прийти к власти? Ну, скорее всего, пока, как выглядит картина во Франции, это невозможно, она проигрывает выборы, хотя с очень небольшим преимуществом Макрон побеждает. Но в первом туре французских выборов, вот первый тур, 3 кандидата, которые занимали открыто пропутинские позиции, Ле Пен, Меланшон, ультралевый, и Земур, это еще более право, чем Макрон, набрали в сумме 52%. То есть это означает, что 52% французов вообще не обратили внимания на то, что эти люди являются симпатизантами Путина и прямо или косвенно поддерживают эту чудовищную войну. То есть, в принципе, это влияние сохраняется. Я думаю, что, в общем, мы можем еще много сделать для того, чтобы требовать от западных политиков, сегодняшних действующих, не как бы оставлять без внимания тех, кто сыграл такую роль в укреплении Путина Путина как в России, так и его позиции в остальном мире. Потому что если мы говорим про санкции в отношении там, российских олигархов, я полагаю, что Герхард Шредер тоже не должен обладать каким-то иммунитетом. Вообще разбор всех путинских преступлений, мне кажется, это будет, я думаю, процесс, который выйдет за рамки даже какой-то Гааги, скорее всего, будет отдельный трибунал проведен. Он невозможен без того, чтобы понять тех, кто не просто как бы был умиротворителем, вот, а теми, кто открыто участвовал в поддержке Путина и всячески торпедировал попытки остановить вот рост путинского влияния в мире. Спасибо большое. У нас на связи был политик Гарри Каспаров. Спасибо большое, Гарри Кимович.